Приветствую вас на канале Рукоделки-Посиделки и предлагаю вашему вниманию вторую часть мастер-класса «Змейка-кокетка». Сегодня мы будем вязать с вами тело. Ну что, приступим? Начинаем наше вязание с вами кольцо амигуруми. Берем ниточку, перекрещиваем ее на пальчики, вводим крючок и делаем первую петлю. Дальше первый ряд у нас идет 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Вот так. Ниточку затягиваем и делаем соединительный столбик. Кольцо амигуруми из 4 столбиков без накида у нас готово. Это первый ряд. Вытаскиваем маркер. И второй ряд мы с вами вяжем 4 прибавки по 2 столбика без накида в каждую петлю. У нас с вами должно получиться 8 столбиков без накида во втором ряду. Мы начинаем вязать с вами с хвостика, самого тонкой части туловища змейки. Поэтому тут нужно будет приноровиться, взять удобно наше вязание. И постарайтесь вязать не слишком плотно. Вот наш второй ряд, 8 столбиков без накида. Маркер переносим. Я возьму другой, мне так будет удобнее. И мы продолжим с вами вязание. Дальше мы будем вязать с 3 по 16 ряд по 8 столбиков без накида. То есть 14 рядов подряд. И давайте я сделаю это быстро и за кадром, потому что вязание у нас не меняется. Поставьте себе маркер и вяжите по кругу. А потом лишь считайте ряды. Вы можете связать и больше рядов, тогда у вас хвостик будет длиннее. И давайте проверим себя и посчитаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Переносим маркер. И приступаем с вами к вязанию 17 ряда. 17 ряд вяжем по схеме прибавка. Сюда делаем 2 столбика в одну петлю. И дальше мы вяжем 7 столбиков без накида до конца ряда. В 17 ряду у нас с вами должно получиться 9 столбиков без накида. Провязываем. Заканчиваем 17 ряд. Перенесли маркер. А 18 ряд мы будем вязать без изменений. 9 столбиков без накида. У нас с вами будет так чередоваться. Один ряд будет прибавочный, второй ряд будет с таким же самым количеством петель. Восемнадцатый ряд, 9 столбиков без накида. Закончили, маркер перенесли. 19 ряд вяжем столбик без накида,
Вот сюда делаем прибавку. И следующие 7 столбиков без накида вяжем без изменений. В 19 ряду у нас с вами должно получиться 10 столбиков без накида. Заканчиваем вязание. Переносим маркер для удобства. 20 ряд вяжем без изменений по кругу 10 столбиков без накида. Я буду делать это быстро. Видео так получается длинным, поэтому провязывать ряды без изменений не буду на скорости. Маркер переносим. 20, вот такая, видите, у нас получается уже хвостик. Маркер перенесли. 21 ряд, 2 столбика без накида. Первый, второй. Далее делаем прибавку вот сюда, одну, и до конца ряда мы вяжем 7 столбиков без накида. В конце 21 ряда у нас с вами должно получиться 11 столбиков без накида. И заканчиваем наше вязание. Смотрите, здесь я маркер не буду переносить, я его оставляю. И дальше 22 ряд вяжем без изменений по кругу 11 столбиков без накида. Так как схема простая, я сделаю это за кадром. Вы можете нажать на паузу и встретимся уже в 23 ряду. И вот. Закончили 23 ряд, видите? Теперь переносим маркер и вяжем 23 ряд по схеме 3 столбика без накида, прибавка 7 столбиков, второй столбик без накида и третий. Вот сюда делаем прибавку. И до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. В 23 ряду у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Провязываем до конца. Маркер я не переношу, оставляю, потому что 24 ряд мы вяжем без изменений 12 столбиков без накида. Как видите, схема легкая и простая. Закончили. Переносим маркер. Приступаем к 25 ряду. 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Следующее мы делаем прибавку. 2 столбика в одну петлю.
И до конца ряда мы вяжем 7 столбиков. В 25 ряду у нас с вами должно получиться 13 столбиков без накида. Довязали до маркера. Я маркер переношу. И 26 ряд вяжем 13 столбиков без накида, без изменений. Смотрите, вы можете здесь уже сейчас вставить проволоку и по ходу вязания набивать хвостик холофайбером. Я это сделаю позже, потому что мне неудобно будет вам показывать вязание на камеру. Вот такой хвостик получается. Проволоку я взяла 40 сантиметров, возьмите подлиннее. У каждого из нас разная плотность вязания. 27 ряд. Делаем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Дальше у нас идет с вами прибавка. И до конца ряда мы вяжем 7 столбиков без накида. В конце 27 ряда у нас с вами должно получиться 14 столбиков без накида. Довязываем до маркера. И 28 ряд мы вяжем без изменений. 14 столбиков без накида. Закончили наше вязание. Переносим маркер. 29 ряд. Будем вязать по схеме 6 столбиков без накида, прибавка, 7 столбиков без накида. Начнем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Делаем прибавку вот сюда. После прибавки мы вяжем до конца ряда 7 столбиков без накида. В 29 ряду у нас с вами получается 15 столбиков без накида. Маркер оставляю. 30 ряд вяжем без изменений. 15 столбиков без накида. Так. Переходим к 31 ряду. Схема такова: 7 столбиков без накида, прибавка, 7 столбиков без накида. Первый столбик, потеряла ниточку, второй столбик, третий, четвертый, пятый
шестой и седьмой. Делаем прибавку. И следующие 7 столбиков без накида. В 31 ряду у нас с вами должно получиться 16 столбиков без накида. Так, маркер не переношу, оставляю и вяжу по кругу в 32 ряду 6 столбиков без накида. Давайте сделаем это за кадром. Довязали. Отлично. 33 ряд мы вяжем 8 столбиков без накида, прибавка 7 столбиков без накида. У нас должно с вами получиться 17 столбиков в ряду. Так, провязываем, подходим к прибавочке. Так, вот сюда делаем прибавку. И до конца ряда 7 столбиков без накида. Заканчиваем наше вязание. И следующий 34 ряд у нас будет 17 столбиков без накида, без изменений. Так, давайте я сделаю это за кадром. Так, подошли к концу 34 ряда, перенесли маркер и начнем с вами вязать 35 ряд. Начнем с прибавки. Вот сюда делаем первую прибавку. Дальше мы вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Ой, выскакивает крючок. Восьмой. Делаем прибавку. И до конца нашего ряда мы вяжем с вами 7 столбиков без накида. В 35 ряду у нас должно получиться 19 столбиков без накида. Маркер я не переношу, оставляю его, потому что 36 ряд мы вяжем без изменений подряд 19 столбиков без накида. Давайте я свяжу это за кадром.
И мы встретимся с вами на 37 ряду. Так, закончили вязание. Переносим маркер и приступаем к 37 ряду. Мы вяжем прибавка первая, дальше у нас идет 18 столбиков без накида. Вяжем без изменений до конца ряда. И в конце 37 ряда у нас должно с вами получиться 20 столбиков без накида. Я быстренько здесь вяжу, немножко в убыстренном темпе. Вязание несложное, легкое. Просто нужно следить, чтобы не потерять петельки. Итак, мы подходим к концу 37 ряда. Заканчиваем ряд. И смотрите, дальше у нас будет 38, 39 и 40 ряд по 20 столбиков без накида. 3 ряда подряд. Поэтому можно маркер не переносить, а по кругу вяжем 3 ряда без изменений по 20 столбиков без накида. Я сделаю это за кадром. Так, закончили. 41 ряд. Вяжем по схеме прибавка 9 столбиков без накида, прибавка 9 столбиков без накида. 22 столбика должно получиться. Делаем прибавку первую. И 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Делаем прибавочку вот сюда, 2 столбика в одну петлю и 9 столбиков до конца ряда. В конце 41 ряда у нас с вами должно получиться 22 столбика без накида. Подошли к концу, маркер оставляем, потому что 42 и 43 ряд мы будем вязать без изменения, 22 столбика без накида. Провязываем. Так, закончили. 44 ряд. Схема вязания. Прибавка. Дальше 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Делаем прибавку вот сюда, прибавочка,
И до конца ряда у нас остается с вами 10 столбиков без накида. Вяжем. В 44 ряду у нас должно получиться 24 столбика без накида. Заканчиваем 44 ряд. Следующий 45 и 46 ряд мы с вами опять будем вязать без изменения. Маркер оставляю на месте и вяжем по кругу 2 ряда по 24 столбика без накида. Вы можете поставить на паузу и продолжим вязать уже 47 ряд. Маркер переносим. 47 ряд. Схема вязания. Прибавка. 11 столбиков без накида провязываем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Тут мы делаем прибавку и до конца ряда вяжем 11 столбиков без накида. В конце 47 ряда у нас с вами должно получиться 26 столбиков без накида. Дальше у нас будет много-много рядочков, мы будем вязать без изменений. Заканчиваем 47 ряд. Посмотрите, хвостик какой уже у змеючки готов. Мы будем вязать по кругу 49 рядов по 26 столбиков без накида. Маркер оставьте, чтобы потом была возможность себя проверить. Все-таки 49 рядов. И я сделаю это за кадром. Смотрите, немного я провязала, не все 49 рядов. И я сейчас буду вставлять проволоку. Проволоку я взяла 40 сантиметров. Примерно такой длины будет хвостик или тело змеючки. Отрезаем проволоку. Потом я ее так скручиваю, чтобы она была более прочная. И вот такую длинную беру больше, потому что разное вязание может быть. И чтобы потом не дотачивать проволоки, я взяла побольше. Берем лейкопластырь и обматываю проволочку. У меня он не тканевый, можно взять любой. Это так, чтобы легче было, чтобы она хорошо держалась. Сделала. И теперь холофайбером я ее так немножко как бы обкручу. Я вам советую сделать это раньше, когда вы только начали вязать змеючку. Но так как мне снимать на камеру очень неудобно вязать уже с проволокой, поэтому я вставляю гораздо позже. Вот хвостик такой двигается. И набиваю хвостик змейки. Вот хвостик готов. 49 рядов я, как видите, провязала. Вот это какое-то время заняло, конечно, у меня. И переносим маркер. Мы с вами будем вязать 96 ряд. Видите, я оставила большой хвостик проволочки и хорошо набила само тельце
змеючки. Продолжим вязание. Значит, 96 ряд, убавочный начинается. Мы делаем первую убавку, и потом вяжем 24 столбика. В 96 ряду у нас должно с вами получиться 25 столбиков без накида. Как видите, мне неудобно вязать, поэтому схема простая. Буду вязать за кадром. Я даже немножко подогну вот так хвостик, может быть, так немножко легче будет. Итак, 96 ряд, убавка и 24 столбика без накида. В конце ряда 25 столбиков получается. И давайте дальше я вам буду просто рассказывать схему вязания. 97, 98 и 99 ряд — это 3 ряда подряд по 25 столбиков без накида. Вяжем без изменений. 100 ряд делаем убавка и 23 столбика без накида. В конце ряда у нас должно получиться с вами 24 ряда. Дальше 101, 102 и 103 ряд вяжем 24 столбика без накида, 3 ряда подряд. Можно маркер не переносить, а оставить, тогда будет проще считать. Переходим к 104 ряду. Первую делаем убавку и следующие 22 столбика без накида. В 104 ряду у нас с вами должно получиться 23 столбика без накида. Дальше 105, 106 и 107 ряд мы вяжем по 23 столбика без накида, 3 ряда подряд. Продолжаем наше вязание, и у нас 108 ряд, убавка и 21 столбик без накида. В 108 ряду у нас должно получиться 22 столбика без накида. Ставьте паузу и вяжите. Следующий 109, 110 и 111 ряд вяжем без изменений по 22 столбика без накида, 3 ряда подряд. Продолжим наше вязание. 112 ряд у нас будет убавочный. Мы делаем одну убавку в начале ряда и дальше вяжем 20 столбиков без накида. Таким образом, в 112 ряду у нас с вами должно получиться 21 столбик без накида. Постарайтесь вязать неплотно, чтобы вам легче было делать убавки, потому что вязать с каркасом не очень удобно. И давайте продолжим. 113, 114 и 115 ряд мы вяжем по одной схеме, 21 столбик без накида, вяжем без изменений. Следующий 116 ряд у нас будет убавочный. Мы делаем в начале ряда убавку и вяжем дальше 19 столбиков без накида. В 116 ряду у нас с вами должно получиться 20 столбиков без накида. 117, 118,
И 119 ряд. Вяжем 20 столбиков без накида по кругу, 3 ряда подряд. 120 ряд убавочный. В начале ряда делаем убавку, после чего провязываем 18 столбиков без накида. В 120 ряду у нас с вами должно получиться 19 столбиков без накида. 121, 122, 123 ряд. Вяжем без изменений 3 ряда подряд по 19 столбиков без накида. Вот такая у нас получается схема. Один убавочный ряд и дальше 3 ряда подряд без изменений. 124 ряд. Делаем первую убавку и дальше мы вяжем 17 столбиков без накида. В конце 124 ряда у нас с вами получится 18 столбиков без накида. 125, 126 и 127 ряд вяжем по 18 столбиков без накида. 128 ряд убавочный. В начале ряда мы делаем убавку, а затем вяжем 16 столбиков без накида. В 128 ряду у нас с вами должно получиться 17 столбиков без накида. Можно немножко устать, вязать однотонно по одной и той же схеме, но мы уже приближаемся к концу тела змейки. Осталось совсем немножко рядов. И 129, 130, 131 ряд мы вяжем с вами по одной схеме 17 столбиков без накида. Смотрите, какой у меня уже хвостик получился. Если вы вяжете со мной, то он у вас еще длиннее. 132 ряд убавочный. Мы делаем убавочку первую и после этого вяжем 15 столбиков без накида. В ряду у нас должно быть с вами 16 столбиков без накида. Не забывайте, пожалуйста, по ходу вязания набивать змейку, потому что у нас уже идет сужение, скоро будет шейка, и через нее набивать холофайбер будет намного сложнее. Вот я вам показываю, смотрите. Мне было уже это делать сложно. И еще один совет: вы когда провязываете, вы немного растягиваете тело змеи, потому что вязание может быть плотным. И немножко его так потяните. А я пока набью свою змеючку. Вот так. Ну и сейчас будем продолжать вязание. Загну ее немного. Осталось нам совсем чуть-чуть до конца вязания. А дальше у нас схема такая. И дальше мы вяжем с вами 133, 134 и 135 ряд по 16 столбиков без накида. Давайте продолжим вязание. Следующий у нас будет убавочный ряд, 136. Первую вяжем убавку и дальше 14 столбиков без накида. В 136 ряду у нас с вами должно получиться 15 столбиков без накида. Это у нас будет последний убавочный ряд. Дальше мы будем вязать шейку. И давайте последние 10 рядов будем провязывать со 137 по 146 ряд без изменений, 15 столбиков вверх. Это будет у нас шея змеючки. Проволоку потом обрежем, загнем.
И смотрите, потяните немножко хвостик, так чтобы растянуть змеючку. Вот я уже связала эти 10 рядов. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обрезала уже проволоку. Тело набиваем не слишком плотно, а вот шею можно набить плотненько, потому что на нее будем пришивать голову змеючки. По желанию можете шейку связать не 10 рядов, а побольше. Тогда у вас змеючка будет подлиннее. А пока обрезаем ниточку, закрепляем, и тело змеючки у нас готово. В следующей части мастер-класса будем вязать с вами губки и формировать мордочку. А пока до новых встреч! Если вам понравился мастер-класс и змеючка, поставьте лайк, мне будет приятно.